В роскошном конференц-зале, где каждая деталь говорила о власти и деньгах, один человек выглядел чужим. Илья, обычный уборщик, стоял у стены с ведром и шваброй, стараясь быть незаметным. Он привык, что таких, как он, не видят. Его работа – исчезать между важными встречами. Когда в зал вошла Виктория Ланская, владелица компании и хозяйка этого места, разговоры стихли. Она умела подавлять людей одним взглядом. Ее внимание сразу зацепилось за уборщика. «Почему здесь посторонний?» — холодно бросила она. Илья тихо извинился и уже собирался уйти, но на столе ее взгляд зацепился за лист бумаги с текстом на немецком. В глазах Виктории мелькнула знакомая искра жестокой игры. «Интересно», — сказала она громко. «Кто-нибудь вообще понимает, что здесь написано?» Зал усмехнулся. Затем она посмотрела прямо на Илью. «А ты? Если сможешь прочитать, получишь $10 000». Смех стал громче. Это было не предложение, а публичное унижение. Илья сделал шаг вперед и спокойно взял лист. Несколько секунд он просто читал глазами, а затем заговорил на безупречном немецком. Он не просто читал, он переводил, объяснял смысл, структуру, нюансы. Говорил уверенно, спокойно, как преподаватель. В зале повисла тяжелая тишина. Закончив, он положил лист и добавил: «Могу перевести и на английский, французский или польский, если нужно». Виктория смотрела на него уже иначе. Смех исчез. Когда зал начал пустеть, она неожиданно попросила его остаться. «Переведи все. Полностью. На русский». Илья начал снова. Сначала это был сухой деловой текст. Но затем тон изменился. Появились личные слова, обращение к Виктории. Послание от человека, которого она когда-то потеряла. Тот писал о любви, о сожалении, о ее боли, спрятанной за жесткостью. Виктория побледнела. Когда Илья дочитал, она больше не могла сдерживаться. Слезы потекли сами. «Откуда ты это знаешь?» — хрипло спросила она. «Я ничего не знал», — ответил он. «Я просто перевел». Она спросила, почему человек с таким знанием языков работает уборщиком. Илья спокойно ответил. Он был преподавателем, но потерял семью и уехал, спасаясь от прошлого. Любая работа помогала выжить. «Прости меня», — прошептала Виктория. Он кивнул. Злобы в нем не было. Главное, она услышала то, что боялась услышать. На столе так и остались лежать приготовленные деньги. Но теперь Виктория понимала, это была самая пустая сумма в ее жизни. Потому что настоящий подарок оказался не в купюрах, а в человеке, который просто сел напротив и дал голос тем словам, от которых невозможно спрятаться.